Привет! Вы на канале APG Beauty Academy, и сегодня мы будем делать обратный Air Touch. У нашей модели косметическая база в оттенке 8.7, 9.7, а также есть натуральная база 6.0. Техника обратный Air Touch заключается в том, чтобы затемнить волосы, которые мы будем выдувать. То есть все то, что мы выдули, будет на затемнение. Но так как у нас база 8.7, также еще одновременно мы чуть рассветлим все остальное полотно. Делаем обычное разделение центральным пробором, а также пробором от уха до уха. Тем самым мы получили две височно-боковые зоны. Затылочную зону разделяем на две части. Будем работать одновременно с правой и с левой стороны. Волосы модели мы предварительно вымыли, высушили и вытянули утюжком для облегчения работы на выдувание. Первое разделение я буду брать 2,5 см толщиной прядь нижней затылочной зоны. Разделяю зигзагообразным таким вот пробором. Буду работать сейчас с этой прядью, остальное скалываю. Фиксация верхней части должна быть с натяжением, чтобы эти волосы не мешали работать с нашей прядью. Выбранную прядь я делю на 60 и 40. 40% я оставляю внизу, а 60% буду выдувать. Выдуваем холодным воздухом. Все то, что я выдула и то, что я отбросила, я буду затемнять, но позже. А сейчас я буду обесцвечивать верхнюю часть. Для обесцвечивания я беру порошок бренда Demira Professional, а также 3% окислитель. Смешивать буду 1 к 3. Я взяла порошка 30 грамм и 90 грамм 3% окислителя. Смешиваем до однородной консистенции. Фольгу подставляем плотно к голове. Поправляем волосы, те, которые мы выдули и оставили, для того, чтобы они не попали в обесцвечивание. Начинаем наносить состав. Выметающими движениями я двигаюсь у прикорневой части углом кисти, для того, чтобы не было ровной линии. Не забывайте, чем обильнее будет нанесен состав, тем ярче и чище будет ваше обесцвечивание. Запечатываем фольгу. Не забывайте, что фольга должна покрывать каждую капельку состава. В таком случае у вас не будет желтизны в прикорневой зоне. Не придавливаем фольгу, а придавливаем ее только на уголках верхних, для того, чтобы при следующем выдувании фольга не раскрутилась. Двигаюсь параллельно с обеих сторон. Не забывайте обильно наносить порошок и распределять его вовнутрь и с обратной стороны пряди. Следующую прядь я беру 1,5 см толщиной. Делю 60 на 40 и выдуваю. Нижнюю мы будем после затемнять, верхнюю обесцвечиваем. И так двигаемся до верхней части затылка. Мы подошли к последней прядке затылочной зоны. На самом деле фишка данной техники не в обесцвечивании, потому что это обычный Air Touch. И у нас есть видео об этом отдельное. Фишка данной техники в затемнении прядей, которые я выдувала и которые я отбрасывала. То есть, если у вас клиентка или модель достаточно светлая, в 10 уровне или 10.03, 10.3, вы можете пряди не обесцвечивать, а запечатать в маску, а затемнять уже то, что вы выдули и отбросили. После того, когда мы закончили затылочную зону, мы переходим сразу же на затемнение. Почему? Потому что через 20 минут мне нужно будет уже смывать весь затылок. Я сейчас буду затемнять все пряди, которые у меня остались между фольгой. Для затемнения я выбрала краситель Cassia оттенок 771 и буду смешивать его с процентом окислителя 1,9. Пропорции смешивания 1 к 1,5. 32 грамма красителя и 46 грамм 1,9. Тщательно смешиваем до однородной консистенции. Начинаю с самой нижней пряди
и будем одновременно прорабатывать левую и правую сторону. Друзья, если вы не подписаны на наш канал, самое время сделать это сейчас. Не забывайте оставлять ваши комментарии, чтобы мы понимали ваши интересы и снимали актуальные видео для вас. Сейчас выдержим 10 минут и будем смывать всю затылочную зону. И будем приступать к работе с височно-боковыми зонами. Мы помыли затылочную зону, переходим к правому виску. Выделяем прядь 2-2,5 см, разделяю 60 на 40 и выдуваю. Растушевываю состав в прикорневой зоне, наношу обильно и запечатываю. Вторая прядь уже меньше, где-то 1,5 см. И так по 1,5 см я буду двигаться аж до пробора. Старайтесь не брать слишком толстые пряди. Если вы возьмете в обесцвечивание толще, чем 5 мм, у вас будет четкая грань между обесцвеченными и натуральной базой, что потребует затемнения корней. Закончили наносить состав обесцвечивающий. В вашем случае вы бы наносили маску, если был бы светлый волос. И теперь я буду затемнять пряди, которые между фольгой. Помыли голову, начинаем тонировать. На прикорневую часть я возьму тот же 7,71, по полотну 10,71 на маленьком проценте, то есть на 1,9, и пропорция будет 1 к 1,5. Для быстроты тонирования я добавила шампунь No Yellow, буквально 10 грамм. Тонирование производим быстро. Я разделила на 4 зоны. Сначала по проборам прохожусь. Переходим к тонированию полотна. Начинаю с нижней затылочной зоны, крупными прядями наношу состав. Наношу состав на нижнюю прядь с одной стороны и сразу же параллельно с другой стороны. Я взяла для тонирования 10,71 на проценте окислителя 1,9 и добавила шампунь No Yellow. Мы выдержали тонирующий состав 20 минут. Далее вымыли волосы, и перед тем, как сушить волосы, я нанесла двухфазный спрей-кондиционер Soflora Color Protect. Сейчас вы видите результат на ровных волосах. Окончательный результат увидите в накрутке. Итак, смотрите, какой у нас результат получился. Обратите внимание на 71 оттенок, это коричнево-пепельный. Мы использовали 7,71 в прикорневую зону и 10,71 по полотну. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Алена Маслова, преподаватель бьюти-академии APG.